Приветствую вас, друзья! У нас прогноз 3 декада ноября для знака зодиака Козерог. Давайте посмотрим, что вас ожидает Козероги в период с 20 по 30 ноября. Мы посмотрим сферу отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Получим советы от Таро, от оракулов. И в конце расклада у нас будет маятник, который ответит на ваш вопрос, да или нет. Козероги, 3 декада ноября. Что у вас будет происходить в начале этих 10 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта у кого не есть. Отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость. И для тех, кто в поиске работы. Ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 10 дней? И совет или предупреждение от Таро. Так, сейчас немножко опущу. Сюрприз или неожиданность, или, может быть, Ленорман сделает на чем-то акцент. Козероги, 3 декада ноября. Да, смотрите, что нам Ленорман сказал. Здесь вы можете рассчитывать на поддержку и помощь от какого-то человека, который к вам очень хорошо относится. Это может быть какой-то родственник. Но человек ресурсный. Это или с кем у вас очень крепкая дружеская связь, или это родственная душа. Иногда карта Медведь показывает маму. Вот у вас в начале этих 10 дней ложится королева жезлов. Это не ваша масть. Да, для мужчин, может быть, это ваша возлюбленная, супруга. Может быть, это какая-то бизнес-вумен, потому что здесь какой-то творческий проект. Может быть, здесь карта говорит о бизнес-партнерстве. Для женщин это может быть какая-то близкая к вам дама. От нее может пойти помощь или поддержка. Этот человек может найти вам то ли хорошего врача, если это нужно, или это как покровитель, может быть, это ваша начальница, или какая-то бизнесменша. И от этого человека вам поступит или помощь, или поддержка. Это может быть в каком-то проекте. Может быть, для кого-то это врач, который поможет вам, ну это как для кого-то, справиться, может быть, с лишним весом. Или это врач, который назначит вам там диету или какие-то физические упражнения. Да, но королева жезлов, если карта показывает вас, и 10 жезлов, это навести порядок в доме. Это избавиться от всего хлама. Может быть, закончить ремонт, строительство. То есть здесь карта говорит, что вам нужно решить какой-то вопрос, который другие, может быть, откладывают. Ну или взаимодействие с такой дамой. Давайте посмотрим, кто это. Конечно, для женщин это может быть и соперница. Король и королева жезлов. Пара. Так, сейчас пара. Так, здесь может быть покупка-продажа недвижимости. Но если у женщин ваш супруг возлюбленный, это король жезлов, это представитель огненной стихии, то здесь вы решаете вопрос с жильем. Дайте я 10 сейчас уточню. Сейчас. Да, смотрите, у вас 2 десятки. Тут ожидание было какое-то.
То ли, я говорю, вы тут ремонт хотите закончить, то ли вы хотите здесь переехать. Может быть, у кого-то здесь на пороге рождения малыша. Вот женщина уже донашивает. Может быть, вам тесно, да? Но здесь идет помощь. Тут, скорее всего, или от родителей, может быть, вам дарственное оформят, или вы какое-то наследство получите, или вам просто помогут решить вопрос с недвижимостью. Тут то ли переезд, то ли тут свадьба. Но я думаю, больше переезд, потому что вот десятка говорит, что какой-то вот, когда люди переезжают, да, вот это собрать вещи, переехать, это очень какая-то энергозатратная ситуация. Кто-то здесь из женщин наконец-то дождался предложения руки и сердца свадьбы. Так, я вижу, вам не видно. Кто-то, может быть, дождался наконец-то свадьбы. У кого-то здесь рождение малыша. Может быть, это ваши родители. Все-таки это не ваша масть, да? Ваша масть вот в совет ложится. Может быть, это ваши родители, которые помогают вам решить вот эти вопросы. Ну, 2 десятки. Да. Какая-то ситуация долго развивалась. Наконец-то она решится. Хорошо, вот для тех, кто в поиске любви, да, 5 это одиночество, но еще это, конечно, заниженная самооценка. Может быть, были какие-то у вас расставания, и вы почему-то обвиняете себя, что, наверное, вы себя неправильно вели, я виновата или виновата, что меня там бросили, покинули. Но это неправильно. Вы ни в чем не виноваты. Давайте посмотрим, что вас ждет в любви. Ну да, столкнулись вы с каким-то предательством. Сейчас вы просто не доверяете противоположному полу. Вот эти еще карты говорят специалиста какой. Может быть, психолог, который поднимет вам вот уверенность в себе, ваши жизненные силы. Может быть, стоит послушать какие-то, даже вот через интернет, какие-то психологические тренинги. Или, может быть, заняться своим духовным ростом. Вот восстановить свой эмоциональный фон. Заняться своим здоровьем. Это поможет вам вот избавиться от установки, что вас обязательно, даже если кто-то придет в мою жизнь, не обязательно опять предадут. Так, совет для вас. Тут вы должны сами внести ясность и принять решение, что да, я достоин или я достойна для счастья, для любви. Вот какой-то человек может вам помочь в этом. Хорошо, работа, карьера, бизнес. Здесь у нас императрица. Императрица – это какой-то творческий проект. То есть вот человек вынашивал какую-то идею, это вот быть беременным. Это посадить семя, урожай, за ним ухаживать и получить хорошие плоды. Может быть, конечно, у вас какая-то автономия на работе, на кого-то вы трудитесь, или это что-то свое. Императрица всегда несет рост, развитие. Может быть, с кем-то, вот какой-то друг или родственник, или, может быть, вот от этого человека ресурсную помощь в каком-то вашем проекте. Но карта говорит, если будете работать, вкладывать туда свои силы, то вас ждет успех. То есть это стать хозяйкой или хозяином какого-то процветающего бизнеса, который будет приносить прибыль. Ну и для тех, кто в поиске, тут тоже, то знаете, вот девятка, да, или мне сейчас и так все хорошо, мне эта работа не нужна. У меня есть какие-то кубки, вот человек сидит сейчас в полном релаксе. Или здесь карта говорит, если вы в поиске, да, тут то ли вы найдете какого-то покровителя, который вам поможет, или здесь нахождение хорошей работы. Причем по девятке кубков тут вам и сама работа будет нравиться, и финансовая составляющая, ну и коллектив. Финансы. Здесь могут быть траты на переезд, если кто-то переезжает. Также, может быть, какие-то поездки. Если у вас тут свадьба, может быть, вы куда-то поедете. Свадебное путешествие. Еще это тратится на свои проекты. Вот воплощаем мы что-то в жизнь. Кто-то может отправиться куда-то на заработки, может быть, даже другая страна, а кто-то может уже приехать. Но так как он к нам спиной, скорее всего, это поездка.
Кого-то могут отправить по работе, например, в командировку. Еще это траты на автомобиль, траты на бензин. И тут, кто переезжает, да, вот будет затратная вот эта ситуация. И в конце этих 10 дней у вас ложится двойка жезлов. Двойка жезлов — это выбор или это распутье, да, развилка. Это вот человек стоит, все обдумывает и взвешивает. Есть еще какие-то сомнения, колебания в дальнейшем пути. Может быть, это связано с отношениями, с работой, с какими-то вашими планами. Да, карта говорит, перед тем, как сделать шаг во что-то новое, нужно все тщательно продумать. Если кто-то собирался куда-то уезжать далеко, это может быть ждать какого-то приглашения, документов, вызова. Может быть, ждать приглашения на новую работу. Давайте мы посмотрим, с чем у вас здесь выбор. Ну, у нас страшный суд — это перемены. Это может быть и реально переезд, или это может быть есть у вас работа какая-то, но вот ваша душа зовет вас заняться чем-то. Как правило, по страшному суду это найти свое предназначение. Еще страшный суд — это выход из судебных дел. Может быть, кто-то тут думает, подавать, не подавать в суд, не знаю по поводу чего. Переезжать, не переезжать, менять работу, не менять. Но вот здесь совет, ложится ваша карта. То есть вам нужно слушать только себя. Понять, что для вас лучше, и принимать это решение. Иногда, конечно, двойка — это вот перемены в жизни грядут, а нам тяжело выйти из зоны комфорта, что-то привычное поменять. Еще как совет королева Пентаклей говорит, что если вы тут что-то начинаете, то постарайтесь сохранить то, что у вас уже есть. То есть рисковать не стоит деньгами особенно. Но еще здесь, может быть, нужно будет обратиться за помощью. Если у вас тут, может быть, семейные дела, там переезд, может быть, надо воспользоваться услугами, например, риэлтора, банкира. Или, как совет, вот я говорю, какая-то ресурсная дама, может быть, это ваша мама. Хорошо, давайте мы посмотрим для вас советы. Совет для козерогов. 3-я декада ноября от Веканского оракула. Козероги, 3-я декада ноября. А там, ну, как туз мечей, он у вас прямой. Сейчас. Освежающий ветер нового понимания проходит ваш ум насквозь. Пора отсечь все, что больше вам не служит. Будьте открыты для новых идей, но не бойтесь и высказать вслух то, во что вы верите. Хорошо, и еще у нас совет от оракула. Королева Луны, Козероги, 3-я декада ноября. Purity. Purity — это чистота. Да, карта говорит, ищите самое простое и ясное решение. Осознайте мотивы того, что вы делаете. Будьте максимально ясны в своем общении и стремитесь к позитивной чистоте в вашей жизни. Такой совет. И давайте для вас посмотрим маятник. Маятник, ответь, пожалуйста, Козерогам, 3-я декада ноября, на их запрос «да» или «нет». О чем бы они ни спрашивали. Но ответ нет.
Но, во всяком случае, не в эти 10 дней. Такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, ставьте пальчик вверх, пишите ваши комментарии. Всего вам хорошего.